Меня всегда интересовало, как это блогеры так находят такое место, когда стоит стол, сидит человек, что-то рассказывает, а сзади какая-то сплошная кирпичная стена. Ну, понятно, думал, что там студию какую-то снимают. Ну, все время все начинающие блогеры говорят, что надо начинать у себя дома. Ну вот у меня никогда не было таких условий, чтобы можно было поставить стол, и сзади было бы еще пространство. То есть стол всегда стоит уже возле стены, да. И вот сегодня я как раз создал подобное место, но не специально. Дело в том, что сейчас очень жарко, днем 33 градуса, и влажно, и безветренно. Какое-то такое антициклонное состояние погоды. И наверху, на третьем этаже, где мое рабочее место, там крыша нагревается, и сидеть вообще невозможно. Просто там градусов 40, наверное. Там можно включить кондиционер, но он будет работать без остановки, чтобы хоть чуть-чуть снизить температуру. И это получается какой-то неправильный расход энергии, просто впустую. КПД вообще нулевой. А я сейчас сел на первом этаже, здесь все-таки южная сторона. Вот, а на южной стороне, как известно, солнца нет. Солнце с северной стороны, да. Вот, как бы это забавно ни звучало. И здесь до вечера достаточно нормально, прохладно, даже не включая кондиционер. Вообще у нас, я думаю, что было бы, наверное, классно сделать какую-то экскурсию по дому, показать, в каком доме мы живем. Ну, дом довольно интересный, мы здесь живем 1,5 года уже. Вот район Агрономия. И я все время думаю, как бы это так сделать, чтобы сохранить некую приватность. Пока не придумал, ну, как-то все-таки, не знаю, слишком это интимно, что ли. Вот, хотя тут так довольно интересно можно было бы показать, потому что дом прикольный, но не без минусов. Вот, как-нибудь, наверное, все-таки расскажу. Вот один из моментов у нас есть спальни, мы живем в отдельной спальне, и мальчики в 2 маленьких тоже отдельных. И в этих спальнях нет кондиционеров. И двери сдвижные очень, ну, они как однослойные, однослойный стеклопакет. Такого вообще не бывает на Урале, откуда я приехал, чтобы было одно стекло. Это только у летних дачных домиков. А здесь это квартиры такие. И зимой здесь холодно, без дополнительного отопления, а летом жарко. И если кондиционера нет, ну, ты открываешь окно, это нормально. И мы открываем оба окна на 2 стороны, еще дверь на ночь, и чтобы так немножко продувало. Ну вот сегодня ночью ветра не было, и воздух вообще стоял на месте, и плюс еще пролетели комары. И мы часа в 2 ночи проснулись. Я чувствую, что меня накусали везде, где можно, во всех нежных местах. А они кусают вот в мизинцы, вот здесь вот в мизинец пальца руки и между пальцев ног. Самые такие места больнючие, потом так это все расчешиваешь, не знаю, как сказать. Вот, расчесываешь. И вот 2 часа ночи мы проснулись, жарко, душно, комары, и вообще сон не идет, еще и какие-то женщины на улице орут, собаки лают. Вообще здесь такой вот нам повезло в кавычках с соседями, что я все время говорю, тут какой-то квартал, как будто бы не квартал, а псарня какая-то. То есть хозяева собак
по соседству, вообще их не воспитывают. То есть они начинают лаять от любого шороха, и соседские собаки подхватывают. Ну вот у соседей там 5 собак, да, через дорогу. Там дальше еще собаки, и вот весь квартал начинает лаять. Тут штук 20, наверное, в этом, на пятачке на таком небольшом. И вот они все одновременно лают. И мы вот от этого проснулись, и это вообще невозможно. Ну и вот и... А зимой в этой комнате, в спальне, где мы спим, холодно. Температура на улице, допустим, градусов 5-7. Если ночью опускается, у нас в комнате градусов 12 под утро. Можно включить обогреватель газовый, но если мы его очень часто включаем, нам потом приходит большой счет. Один раз пришел $250 за месяц, и мы перестали обогреватель вообще включать. И вот первую зиму мы включали, а это уже вторая зима, вторую зиму мы перестали, и сейчас, получается, мерзнем. И в жилых комнатах еще включаем периодически утром, вечером, а в гостиной вообще не включаем. И тут температура 10-11 градусов постоянно в гостиных. Здесь только можно сидеть в обуви и в теплых кофтах. Иногда я сидел, работал в пуховике. Вот. Ну вот, да, жилье большое, красивое, с прекрасным парком под окном, но вот такие вот минусы. Сейчас, сегодня я работаю здесь, вот за ноутбуком сижу, но это у нас такой классный стеклянный обеденный стол. Но здесь все собираются на обед, и здесь не очень удобно, конечно, работать. И я когда работаю, я обрабатываю фото-видео, у меня к ноутбуку подключен большой монитор. И здесь вот точно неудобно большой монитор ставить дополнительно. И поэтому я вчера-сегодня работаю здесь, пока просто жара наступила. Ну, завтра планирую переехать в другое место. Место это называется, мы его называем бисиклетошное. Ну, там место, где хранятся велосипеды у нас. Ну вот велосипеды, видимо, там подвинутся, я там сяду, просто там есть стол, и это самое прохладное место в квартире, пожалуй. Там тоже такой вид на парк за окном, можно смотреть. Это тоже классно, когда ты смотришь не куда-то в стену, а твой взгляд может с монитора переместиться куда-то вдаль, на зеленые деревья. Это вообще здорово. Вот, и я думаю, что да, вот это перееду, наверное, сегодня, даже вечером туда. Но там, опять же, есть минус, я бы там и все время находился. Там очень слабый интернет. То есть, по сути, надо, наверное, купить еще один роутер и сделать из него типа моста, протянуть интернет на первый этаж. Потому что через много-много блоков, через бетон, интернет уже не проходит, и все, и он такой уже слабый, нитевидный интернет, как я его называю. И что-то посмотреть на ютубе или что-то мне нужно скачать, какой-то ролик, я уже вообще не могу ничего. И тут надо будет что-то думать. Ну, когда я обрабатываю фото-видео, мне, в принципе, интернет не нужен. Даже более того, он отвлекает. Я начинаю, а что бы такого послушать, и могу отвлечься надолго. Вот. Сегодня у нас вторник. Я вчера показывал видео, как я провожал своего младшего сына в колонию. Сегодня вот он первый день уехал на велосипеде сам. И, надеюсь, доедет обратно. Ну вот, именно что у него сегодня нет бассейна, и он с телефоном вместе. А раз у него телефон с собой, он включил трек по
приложении Telegram, и я смотрел, как он едет. Ну и он написал, что доехал, все нормально, все в порядке. Ну, то есть, конечно, это очень боязно. Ты такой... Вообще, ты как бы стремишься, чтобы дети были самостоятельными, но это требует времени и усилий, потому что проще сделать всегда самому, да, то есть проще поехать впереди, а сыну сказать: давай за мной, держись и доедем, потому что так быстрее. Если он поедет впереди, как вы вот видели в предыдущем ролике, Паша ехал передо мной, это было специально, чтобы он так лучше запоминает дорогу, потому что если он за мной едет, он вообще ничего не запомнит. И это требует времени, внимания, так же как и готовка еды. Проще самому приготовить, чем научить ребенка что-то готовить, сходить в магазин самому и так далее, и так далее, и так далее. И это вот все откладывается, а потом наступает такой момент, когда ребенку это становится все, во-первых, неинтересно, во-вторых, сложно. То есть, когда он стремится все делать сам, а ты такой: не-не-не, я сделаю. А отнимаешь у него инициативу. Знаете, как там 3-летние дети подходят и хотят помыть посуду. И ты такой: ну, я тороплюсь, мне надо самому помыть посуду. Вот, и сам моешь, а в 9 лет он уже не хочет мыть посуду, когда так, помой посуду, все, он уже не хочет. Ты его отговорил в 3 года, да? Ну вот это такая сложная история на самом деле. Это вот родительство вообще дело непростое. Да, у меня 3 детей, получается, значит, старшая дочь живет в России, ей 23 года, а младшие дети со мной, 20 и 14 лет. И, конечно, да, такое вырастить 3 это сложно. И с одной стороны, когда, вот, допустим, 3-й ребенок, да, ты уже многое прошел, ты уже такой опытный, а с другой стороны, ты уже не так тщательно все делаешь. То есть, если с Полей мы читали вместе книжки постоянно, Паша уже младший рос как трава. Вот, ну, как в том анекдоте про соску и собаку. Вот, ну вот то, что сегодня хотел рассказать, просто такой немножко рассказ о себе. Буду дальше работать, переезжать, и надеюсь, завтра сделаю еще один выпуск.